Йоу, большинство из вас уже играли в ивент, но знали ли вы, сколько на этом ивенте сейчас можно заработать бабла? Ну, на самом деле, многое здесь зависит от удачи, из-за шмоток, которые падают в кейсе. Но плюс к этому также есть чистый доход. Поэтому я хотел бы сегодня во всем этом разобраться. Я уже наиграл 31 миссию, поэтому хочу поделиться своими наблюдениями, что да как тут вообще происходит. Давайте по-быстренькому рекламку и начинаем. Итак, по фасту пройдусь по базе. Есть два направления, север и юг. На юг не вижу смысла ходить, поэтому сразу скажу, топайте на правого типа. Здесь есть три сложности: легкая, средняя и хардкор. Если ты новичок и у тебя нет норм снаряги, то безусловно выбирай легкий вариант. Да, там падает меньше ресурсов, но для начала в принципе пойдет. Снарягу можешь выбрать ту, которую тут дают. Она для этой сложности в принципе идеально подходит. NPC и мутанты особо не пробивают, просто всех расстреливаешь как в тире. Для всех остальных я рекомендую идти на средний вариант. Здесь снаряга уже нужна получше. Помню, я начинал бегать в штурме плюс 15, и, скажем так, не зашло. Штурма отлетает от двух гранат или РПГ, поэтому я переоделся в СБА танк. Конечно, более идеально было бы сверхтяж, но у меня его просто нет. Но это в принципе здесь танка более чем достаточно. По основному гану здесь можно особо не заморачиваться, потому что когда ты откроешь огнемет, ты перестанешь пользоваться основным оружием, и 90% будешь бегать только с огнеметом. Я еще не открыл ластовую пушку, так что не могу ничего о ней сказать, может быть она лучше, а может хуже. Не, ну посмотри, какой кайф этот огнемет. Хорошая дальность атаки, массовый урон, да и запаса топлива до хера. Пока ты его используешь, он у тебя уже откадешится для призыва. Единственный минус — это то, что их прилетает только в двух экземплярах, поэтому на третьего не хватит. Ну, короче, респаунитесь и идете лутать 3 голд-спота по очереди. После этого по дороге уничтожайте все остальные красные споты, чтобы получить больше награды. Но это при условии, что у вас еще есть время до эвакуации. Раньше заданий было 60. Сейчас, только что вот прямо сейчас, сделали 70. Как видим, произошел хотфикс, в котором увеличили количество задач. Но и награды тоже увеличили, кроме валюты разве что. И ее наоборот уменьшили. Обычно на эвакуацию я всегда залетаю под гвоздиками или акацией. Ну короче, под артой. Что еще можно сказать? Есть два немного противных задания. Это здесь защищать радар и здесь. Так как тут рисуются химеры, да и в целом зона просто немного неудобна, да и места маловато. Но если делать все слаженно, то изи. Просто на места спауна мобов кидаешь гвоздики, акации, да и в общем любую арту, какая у тебя есть. А когда обстрел прошел, пусть союзник тоже кинет, и таким образом вы сразу будете давить мобов на спауне. Но конечно для этого лучше играть с друзьями, а то с рандомами сложно коммуницировать. А то бывает на один маленький спот кинут 2 фаба, и все, в КД. Что касается сложного режима, то я в него не играю, так как опять-таки с рандомами тяжело. Здесь уже нужно, чтобы была хорошая координация с отрядом и более слаженные действия, так как NPC дамажат больно. Также рекомендую брать сюда многогран, а то снайперы тут лютые. В целом ничего сложного в этом ивенте нет. За идеальную миссию на средней сложности я лутаю вот столько. А теперь посмотри, сколько стоит топовый кейс и что с него падает. Почти все это можно продать, кроме обвесов вроде бы и сыворотки. Даже эти мотивы можно продать. Но чтобы дойти до этого кейса, нужно купить 20 самых первых, чтобы открыть вторые. А чтобы открыть третье, то нужно уже купить 40 вторых. Но чтобы открыть топовые кейсы, нужно уже 146 тысяч дотаций. Но зато после этого ты получаешь самый сок. Допустим, одна катка будет 17 минут. На 4 миссии уйдет около 68 минут. Но за эти 68 минут ты получишь 600 тысяч валюты, гарантированно, и 6 тысяч дотаций. Но это если у тебя такая прокачка, как у меня, и ты играешь на средней сложности. Но это только при идеальной зачистке и выполнении всех миссий. Причем у меня даже не так много вкачано. В основном логистика, так как это аптечки, патроны и бафы, но и к тому же огнемет. Еще вкачиваю артиллерию, так как мне нравится длительный обстрел, особенно если его поставить на спаун мобов. И еще прокачиваю немного разведку, так как это просто статы. И это всего-то за полдня. Так что в принципе да, с прокачкой особо больших проблем нет, качается довольно неплохо. Ну только на чем мы остановились? А, да, если допустим ты будешь играть 4,5 часа в день, то ты будешь лутать 24 тысячи дотаций, что равно 24 топ-кейсам.
а также 2,5 ляма валюты чисто и безопасно. Но вдруг ты такой же, как и я, и можешь играть по 9 часов в день, то поздравляю, ты будешь лутать 48 тысяч дотаций и почти 5 лямов валюты. И это только на средней сложности. Ну и еще это с не до конца вкачанными плюс дропами к дотациям. Представь, сколько можно будет лутать, если у тебя будет все вкачано, а также ты будешь с хорошей тимой играть на сложном режиме, где еще больше дропает всего. Но что еще самое важное, это то, что ты будешь поднимать бабла с кейсовых шмоток. Здесь сложно оценить количество денег, так как это вероятности, и к сожалению здесь нет точных данных о том, какой шанс на ту или иную вещь. Но если теоретически предположить, что лего падает с шансом 0,1%, подключаем мат-статистику и теорию вероятности и получаем от 600 до 2300 кейсов. Это будет граница, где достаточно большой шанс выбить легу. А на 2300 кейсе это уже будет равняться примерно 90% шанса, что ты ее выбьешь. Да, это много кейсов, но и леги этих уникальных артов не будут дешевыми, я так думаю. Некоторые могут стоить и в начале по 100 лямов, так что это в принципе вполне выгодно. А если шанс 1%, то граница будет от 60 до 200-300 кейсов. Но я все же думаю, что на легу не будет такой большой шанс. Может на искал, да, вполне. Ты еще не забывай, что можно продавать сыворотки изменений, запаски и более дешевые варианты артов. Ну и еще, кстати, мотивы тоже можно продавать. Так что бабок здесь, я думаю, можно хорошо поднять, если плотно задротить. Так что гипотетически в день можно делать за 9 часов игры? 5 лямов плюс 48 кейсов. Это примерно в границах от 2 лямов до 10. Мне кажется, примерно так в этом диапазоне будет падать лута за 48 кейсов. А, кстати, вы видели испытания? Вам не кажется, что их как-то маловато? Что еще хочу сказать? Я из поддержки беру 2 арты, 1 авиацию и огнемет. Поддержку с ящиками снаряги не беру, так как в основном ты будешь бегать с огнеметом. Ну то есть я бегаю с огнеметом. А ящики с патронами и так по всей карте раскиданы в больших количествах. Но если ты играешь в пати с друзьями, то можно нормально договориться о том, кто что берет. В идеале брать поддержку в виде норм оружия, а все остальное в огневую мощь, чтобы быстрее зачищать вражин. Короче, что узнал в этот короткий промежуток времени, то вам показал. Если обобщать, то универсальной сложностью будет средняя. В ней не так уж и сложно сделать все задачи и эвакуироваться. В целом ивент мне понравился, буду фармить. Единственное, как будто бы не хватает рейтинга. Но и так пойдет. Бабок на ивенте, я считаю, можно сейчас лутать до хера. Но учитывая, что я говорил о цифрах раньше, это в случае, если вы выполните все задания и эвакуируетесь. Лично я завершаю все на full, примерно в 90% случаев. А вы сами смотрите, сколько вы делаете. Я вполне мог что-то упустить, так как спешил сделать видос. Так что если важное что-то не упомянул, прошу прощения. По крайней мере, это в разы лучше, чем та же изнанка. А на этом у меня все. Всем пока.